Всем привет, ребят! С вами Алексей24 и моя девушка Анна. Всем привет! Мы играем в игру, точнее продолжаем играть в игру House Flipper. Мы занимаемся ремонтом, покраской, короче, всеми видами строительных работ. Итак, ребят, в предыдущей серии у меня Анютка играла, стригла газон. Ей заплатили очень мало, она обиделась и, короче, сделала вот такое преображение в нашем доме. Ребята, мне лично дизайн нашей квартиры, ну или дома, можно так сказать, очень сильно понравился. Ребята, а как вам такой дизайн? Напишите в комментарии, как вам, круто или нет. А как бы сделали вы? Нам интересно узнать ваше мнение. Ну что, Анют, я предлагаю брать следующий заказ. Не хочу. Так как вы уже поняли, что я слишком много говорю, буду этот заказ делать уже именно я. Дело не в этом. Он сладенький там для кого-то. Миша Пеночкин. О! Не понял. Я хочу воспользоваться твоими услугами по ремонту дома, мой сладенький. Привет, я рад, что ты предложил мне свою помощь по ремонту дома. Я его не знаю. Чего? Я его не знаю. Фу! Надеюсь, что предложение еще в силе. Ты же не откажешь такому классному парню, как я, правда ведь? Я его не знаю. В общем, дело обстоит так. Месяц назад я въехал в дом моей двоюродной сестры, которая, к моему сожалению, еще и художница, а ее художественная натура говорит ей, что надо жить в доме, который выглядит как новогодняя елка. Честно, эти цвета так ужасно режут глаза, я больше не могу это терпеть. Я постоянно злой и боюсь, что из-за какой-то кислотной Нины у меня появятся морщины. Это было ужасно, нам надо это предотвратить, и ты можешь мне в этом помочь. Прежде чем моя сестра вернется из турне, тебе надо перекрасить все стены в доме в какие-то нормальные цвета. Мягкие, спокойные. Ты знаешь, какие я люблю. Спасибо тебе за все. Помни, надо спешить. Что там? Целовашки, Миша Пеночкин. Так, Алексей, прощай. Наше знакомство было ошибкой. Я не знала, что ты такой. Ребята, я реально не знаю, что это за Миша Пеночкин. Я проходил игру, и мне пришло сообщение. Попробуй теперь это докажи. Все. Фу. Картина классная. Картина смотри. классная, поэтому мы переходим в следующую локацию и начинаем преображать дом. Я думаю, опять будет много заданий, как бы серия опять в 30 минут у нас не вышла. Миша Пеночкин. Но я постараюсь побыстрее все это делать. Тебе нужно достичь 68%, а мы будем 100 делать. Итак, ребята, по традиции отхожу, смотрю на дом. Вот он, прекрасный дом. Классная клумба. Кто о чем? Анютка о клумбах. Ладно, мы входим в дом. Стены классные. Блеклый лимон сразу. Зачем ты открываешь? Закрой. Смотри, нам сразу же задание с первого этого. Покрасить цвета в блеклый лимон. Но, извините, хозяин-барин. Итак, я покупаю пока одну. Итак, я беру кисточку, валик точнее. Валентин. Да, Валентина. И начинаю фигачить, получается, вот эти стены. Быстро заканчивается краска. Так, ладно, погнали. Ну что, Анют, тебе как вообще такой цвет? Что скажешь? Ну, для коридора я согласна, что это слишком яркий цвет. В коридор, когда приходишь, нужно что-то спокойное, милое. Ты целый день работал, устал, ты еще такой в глаза. Типа как у нас в доме зеленые вот эти вот салатовые стены были. Вот такой коридор, да? Можно было, да, в принципе. Но и этот тоже хорош. Да? Но я пока еще, пока я крашу, я сильно не обращаю внимания на вот эти тона, вот это вот цвета. Сейчас я все выкрашу, ребята, и я скажу свое уже личное мнение. Пока я считаю своим мнением кидаться пока, ну, как бы рано. Работа еще толком не сделана. Вот. Возьмешь краску для приличия. А то машешь валиком. У меня новое очко умений, ребята. Давай. Я сразу же перехожу и смотрю. Итак, мгновенная покраска. Покраска быстрее на 50%. Расход краски меньше на 20%.
красить 3 стены одновременно. Я задолбался краску покупать. Это будет экономичней. Я надеюсь, ты не... Кто-то хочет новую видеокарту. Ну, походу. Итак. Ребята, а кто не хочет новую видеокарту? Например, GeForce 3... Там какая там 3000-я вот эта новая, которая вышла. Я последнюю знаю, вроде 2090 был. Нет? Нет, уже 30 там с чем-то. Я забыл, ребята, я давно вот эти статьи не читал. Итак, мы покрасили, в принципе, все. Продавать вам человек. Денежки в кармаш кладите. Итак, $1,5 мы продали нашу краску. Так. Итак, теперь можно передвигаться дальше. Зачем, мама? В смысле? Я передвигаюсь сюда, в первую Ладно. комнату. Итак, покрасьте цвета сонная синева. О, кстати, красивый цвет. Красивый, думаешь? Я думала красить нам в комнату. Ну, давай посмотрим, как это будет выглядеть в чужой Всё. комнате. Так, закрываем дверь и погнали наяривать, Ну, я взяла нам яркие, видишь, а можно было? Да. Так, теперь еще один слой, чтобы появилась насыщенность. Так, поехали. Отлично. Кстати, Ногами на кровать полезли. не, мы ногами не будем, мы подойдем к кровати. В принципе, цвет такой, ну, я бы сказал, неплохой, интересный. Я тебе говорю, я между этим думал и наш. Как ни крути, я не заметил, как у меня экономится краска пока, ребят. Ну, не заметил пока. Блин, вот классно за кроватью, да, прокрашивается Да. всё. Я тебе говорю, у меня прям это... Можно мне в жизни так? Пожалуйста. Блин, краска все равно заканчивается. Нет, слушай, в банке-то больше ее. Да? Да. Ты уже полкомнаты практически покрасил. Одной банкой, а вторую не брал. Но, ребят, мне лень заказывать новую краску. Вы Тут прекрасно не знаете. лень, тут надо сэкономить. Экономика. Мы же хотим много денежек, мы же зарабатываем. Да, кстати, тут, ну, мне кажется, смысл, конечно, в этой игре не экономика, построенная на деньгах, а в том, чтобы какие-то дизайнерские решения принимать. Сейчас пока мы просто выполняем задания. Слушай, какие дизайнерские решения могут тогда, когда ты прикручиваешь батарею? Ну, Так что здесь зарабатывание понимаешь, денег. я чекал эту игру, и там дальше идет развитие. Мы будем покупать дома и полностью их Это я переделывать под тоже клиента. читала, но тут суть в том, что все равно тебе нужны деньги, чтобы купить дом. Ну да, чтобы купить дом, надо заработать денег. А Вот. у нас пока... И мы возвращаемся к экономике игры. Вот что он со мной спорит? Ну, напишите ему, а? Короче, ребята, я как понял, меня моя девушка переспорила, переубедила. Но я очень сильно занят, у меня уважительная причина, я крашусь. Да. А то как? Я думала, окрашивай стену, вот что это. Синева. У меня нам, сегодня в принципе, такое странное настроение, как не знаю, синева какая-то. Блин, отлично. А 98% ищи кусок, который ты не покрасил. Наверное, где-то возле Откос. окна. Откос с другой стороны, он у тебя... Нет. С другой стороны. Вот, он какой-то бледный. Вот и все. Итак, спальня готова. Мы краску с вами, ребята, продаем. Я не вижу смысла здесь задерживаться. Мы, наверное, А пойдем. это улица. Так, мы на улицу не пойдем. Мы с вами проходим дальше. Теперь проходим именно сюда. А здесь нам ничего не В ванной надо. комнате нам ничего делать не нужно. Так, это что? Мы не будем уходить. Так, что у нас здесь? О, красивая Гостиная с гостиная. элементами кухни. Покрасить цвета в светлый персик. Ну что? Ой, здесь точно бери 2 банки, нет. Думаешь? Большая какая-то. Но если что, продадим. Я не думаю, что мы сильно на этом потеряемся. Нет, Хотя- тут очень много просто. Поэтому я думаю, точно у тебя... Хотя, две ладно, уйдет. погнали. Так, поехали. Так. Наполняем. Теперь прокрашиваем то, что не прокрасилось. Да, я согласна, в принципе. Яркий цвет такой. Его более... А я не согласен с этим парнем. Он слишком мне плохие слова там всякие писал. Ну, это вы сами разбираетесь там ваши Так, дела. я тебе сразу скажу, я его не знаю. Да. Мне пришло письмо. Сладенький, миленький. Ты знаешь, Так, какие всё, цвета хватит. я люблю. Не знаю я, это он просто предположил. Это, блин, как тебе сказать?
Я не знаю, может, ничего не говорить, там Я не знаю, какой... Я расстроена. Я в прошлой серии очумела от этого, ты его закрыл быстренько. Ладно. Но когда я узнала, что это Миша Пенкин, у меня аж челюсть. Я надеялся, его письмо попадет в папку спам просто. Ага, мой сладенький Миша Пенкин. Фу! Я просто это представила. Фу! Фу! Кстати, странно, а почему батареи нету под окном? А у нее тепло. Прям очень. Да. Так. Ну, я не скажу, что мне прям нравится вот это цвет краски. Ну, как бы я не... Но лучше, чем который есть. Ну, как бы да. А вот именно яркий коридор, конечно, он мне реально не понравился. Ну, сейчас посмотрим. Я бы оставила вот как ты первый слой наносишь вот этот цвет. Более блеклый. Еще Да. блеклее, чем этот. Было бы неплохо, а это слишком ярко. Не говори, что точно. Пожалуйста. А что, можно? Раз она... Нет, ты ее закрасишь, давай будем в реальности. А она, наверное, по механике игры она не закрасится. Надеюсь, Так, кусочек откос. наверху. Какой еще кусочек? Вот Ой, а я его не заметил. она. Итак, погнали. Только не картина. И давай ее Выполняем. покажи нам. И картина осталась. Не, картина она останется. Честно говоря, я очень переживала картину, потому что клевые ножки коняшек. Тут прикол в игре такой, то что мы красим прям за предметами, это прям вообще идеально. В жизни бы так я говорю, мне охота. Да. Даже заканчивается. Нет, она не заканчивается. Трагиваешь. И сразу же начинаешь набирать краску. Тебе же игра не говорит, что у тебя закончилась краска. Вот теперь она тебе сказала. Да, все сказала, мы набираем. Так, погнали. Просто почему-то в предмет спотыкаешься и... Нужно набрать краску из банки. Все, банка закончена. Говорил 12. Да, ты была права, и я как бы тоже предположил, что, возможно, она реально закончится. Но нам не хватило совсем чуть-чуть. Очень крайне. Купили банку ради 4 штучек. Все, 100%. Итак, в принципе, у нас все закрашено. Мы продаем все, что удаляем. И за 8 баксов продаем краску. Блин, мы все-таки 20 баксов потеряли. Ладно, я предлагаю отсюда уходить, ребята. Какие мы 20 баксов? Краска 30. 16. Так, тихо. 16 У с нас копейками. покрасить в цвета светлый персик. Итак, закрываем дверь, чтобы нам не мешали. Я думаю, банки краски вполне будет достаточно. Здесь, думаю, да. Тут много окон. Итак, покупаю персик. Светлый. Да. Так, То есть подожди. купил ты за 16, продал за 13. 3 бакса ты теряешь на банк. Ну, там-то у меня, когда она кончилась, 8 баксов. Ну, это да. Так она закончилась, извини, ты сделал работу. Так, красим дальше. Тоже совенок клевый. Кстати, я видела эту картину в продаже, по-моему. Красим. Есть. Так, краска кончилась. Убираем. Пошли дальше. Очень много цветов, красиво. Надо будет какой-нибудь цветочек потом себе купить. Я думаю, с нашими переделками, перепостройками мы скоро уже дом себе другой купим. Ах, если бы ему были такие деньги. Не волнуйся, мы заработаем. Так, откосы Если обязательно. мне будут по 420 баксов платить за газон километровый, то мы никогда не заработаем. Не волнуйся, я сейчас сделаю ремонт здесь, и нам должны неплохо заплатить. Ой, березы классные. Слушай, красивые картины. Мне вот такие березы я бы себе дома повесил. Ну, мы потом посмотрим в магазине. Нет, я про реальную жизнь. Ты Я про бы к себе в реальную? квартиру повесила такие березки. Ну, посмотри, какие они клевые. Она именно яркая, вернись к картине. Она именно яркая, в то же время темная и светлая. Она просто вся. И внизу темные краски, вверху яркие Ну, краски. вообще, насчет Она и берез... спокойная, и в это же время можно придумать воображение, включить. По Я поводу влюбилась. берез очень хорошо и лестно Александр Сергеевич Пушкин в своих
стихотворениях. белая береза под моим окном. Да, он вообще любил осень и березу. Как олицетворение вот, русской женщины и русской березы. То есть он романтик, конечно, Так, сам по себе если был. бы не женщина, он бы лет так, наверное, до 100 дожил, если бы все хорошо было, если бы не женщины. Женщины сгубили. Точнее, Да-да-да, ходил женщина. даже прикол. Если бы не было любви, то Александр Сергеевич Пушкин умер бы от старости. Это тоже прикол. 98, где не докрасил опять? А мы сейчас посмотрим, ты не волнуйся. Где не докрасил? Что это такое? Так, здесь Ага, откос. у тебя прям любовь к откосам. Отлично, все докрашено, теперь мы продаем. Баночку за 18 если я баксов. не ошибаюсь, то 100% заказа выполнены. А мы сейчас посмотрим в нашем КПКшнике. Да? А в принципе все, реально, вот он коридор, детская комната, все И есть. сколько тебе? Тебе за простые покраски заплатили 6300? Но кто-то же должен больше зарабатывать. Итак, ребята, 100% заказа 6300. Завершаем заказ и смотрим, как преобразилась наша. Ну нет, ярче надо было. Здесь хорошо. Не, вот Там- лучше. Вот ковер бы еще выкинуть, на другой поменять. Здесь тоже хорошо. Блин, но... цвет суперский, конечно. Но в коридоре хорошо. Но согласись, с кухней он переборщил. На кухне надо было что-то ярче. Слишком тускло. Да, возможно. Ну ты же знаешь, какие цвета он любит. Так, я ничего не знаю, не надо мне опять ничего при это прививать ко мне. Я ничего не знаю, ты сладенький, ты знаешь, что он любит. Итак, мы вернулись к нам домой. Что за пятно? Я предлагаю что-нибудь изменить в нашем доме. Ага, пятно, например, отмыть. Подожди. Это в нашей ванне получается. А где грязь-то? Сейчас мы ее Такое ототрем. чувство, что снаружи. Мне тоже показалось. Ага, Нет, нет. вот и все. Ребята, я вообще планирую плитку здесь в ванной поменять. Но мы, наверное, отдельную серию, наверное, этому посвятим, потому что это... Давай ты пойдешь. Вот я делала ремонт в комнате, а ты пойдешь теперь и что-то сделаешь на улице. Ты хочешь, чтобы я на улице что-то поделал? Да, придумай. Ну, можно отделку дома переделать, допустим. Нет, давай что-то другое. Кустики там посади, перголу какую-нибудь поставь, еще что-нибудь. Ну, я вообще, знаешь, из меня садовод фиговый, я не А знаю. при чем тут садовод? Давай, заходи в наш КПК, переходи на сад. У нас отдельная вкладка сада с тобой есть. Так, Так. Ага, перешли. где Давай, мы перешли? давай ты поставишь вот досуг, открой. Стоп, смотри, нет. Ну, перейди в сад. Архитектура. Нет, это ступеньки. Декор. Будешь расставлять декор? Нет, я не буду. Ограждение. Ограждение у нас Не есть. надо. Растения. Отстань, растение я сама посажу. Ты сразу можешь перейти к мебели или к Досуг. досугу. О, я хочу гриль поставить. Так вот, смотри, у тебя есть аксессуары, гамаки, грили и очаги. Можешь сразу грили выбрать и выбрать. Игровая если- площадка. Нет, игровую площадку нам Да, не надо. нам Качели. О, садовые качели, 160. Мне тоже они, кстати, понравились. Давай цвет выберем. Итак, материал будет у нас... коричневый. Не, И цвет детской неожиданности нет. Вот. Вот. покупаем. А куда ты их ставить будешь? Вот сюда прям поставим. Или рядом с бассейном. Не, давайте вот здесь вот, в конце участка, поставлю качельки вот макаром. Теперь надо их установить. Итак, одеваем. И вот ты такие Есть. даже не видел у себя. Видишь, какие у меня длинные и сложные. Вот-вот. Так, еще один болт. Еще одна гайка. Отлично. А что такое контрагайка? Не вникай. Я обиделась. Не хотят объяснять. Это контра-гайка, которая Конкретная перед гайка. гайкой сажается. Так, и что, все что? Все? Качеля готова. Еще что? Ребят, я хочу, в принципе, зайти в сад. Отлично. Правда, до каких? Грили? До каких еще, правда? Нет, этих? вот смотри, грили и очаги можешь сразу выбрать.
грили и очаги. Итак, ребят, в принципе, я самый дорогой гриль покупаю, который Анютка ставила на своем заказе. А где у нас будет грильная зона? Туда же надо столы еще Ну, поставить, понимаешь? подождешь. Сейчас поставлю гриль пока сюда. Я хочу, чтобы был у меня гриль. Итак, теперь надо зону. Мы должны где-то кушать этот гриль. Итак, надо, наверное, брать мебель, как я понимаю. Так, назад, мебель. Теперь кресла, столы. Надо взять стол, правильно? Так, какой бы стол мне взять на улицу? Я думаю, вот этот стол идеально впишется как уличный стол. Хотя вот этот, мне кажется, он маленький. Давай большой. Вдруг к нам будут друзья приходить. Отлично. Беру цвет вот этот и покупаю. Так, как распределить стол? Ну, Ты сначала определи зону, где у тебя все это будет, а потом ты определишь, куда у тебя стол. у меня вот здесь зона. То есть, чтобы все соседи на улице видели. А ты хочешь, чтобы меня не видели? Конечно. Соседи? Ладно. Сейчас тогда забубеним стол сюда. Даже вот сюда. Зону, вот этот гриль сейчас мы подтащим поближе. Так. Гриль. Ставим вот сюда. Отлично. Так, и теперь нам надо что-то вроде стульев. Ну так у тебя же есть прям стулья, кресла, выбирай, что тебе? Стулья. Так, мне надо что-то... Смотри, стул. Да. Стул Элла? Да. Ну, в принципе... Ну, если пойдет дождь, с него все сольется, и он деревянный, отлично. Согласен, мы покупаем несколько. Итак, я ставлю... А ты почему цвет не выбрал? Или там нельзя было? Так, давай еще раз попробуем, я не помню. Нет, извините меня. Я просто купить привыкла настолько, что можно выбирать везде цвет. Так, ну я планирую поставить их вот так вот. Ну, согласись, прикольно. Shift и быстрее вращаться у тебя будет. Пробуй. Потом, опять? итак, это стол. Здесь мы будем кушать, и вот эта барбекюшница, она здесь. Я предлагаю выложить здесь, ну, на земле из какой-нибудь плитки. Ну, там есть эти. Итак, давай посмотрим, что у нас здесь есть. Декор. Нет. Не декор. Покрытие. Да. Каменная кладка, рассыпные камни. Тротуарные плиты, наверное. Да, тут тротуарная плитка. Какая? Вот, кстати, неплохо смотрится. Брусчатка. Так. Не, я хочу что-нибудь песочное. Нет, песочное у меня будет... Не трогай песочное. Песочное у меня будет возле... Тогда песочное какую у меня? брусчатку бы выбрать? Вниз иди, там покрупнее. О, классная. Итак, можно же выбрать Гусь. цвет. Ядовитый. Белый. Ну, выбирай сам. Ядовитый. Бери, пожалуйста. Возьмем Отлично. беленький. Так, бордюр, черненький. Все. Ладно. Так. Так ты сразу к дому это. Блин, надо было, надо было несколько покупать. Итак. Что, погнали? Ничего, что криво не. Да, криво. Я согласен. Так. Равняю. Согласись, не очень работа. Ну, знаешь, любая работа, она нелегкая. Итак. Покупаем несколько. Пока вот так вот. Вроде ровно, да? Так. Подход. Места мало. Оказывается, стулья мешают. Блин, а я, значит, зря их расставил, да, получается? Ладно, мы сейчас все это уберем. Обидка, печалька. Так, ладно, убираем. Не, я не знаю, я просто думаю, для зоны барбекю надо себе просто, ну, какую-нибудь плитку хорошую. Так вот, на барбекю можно на плитку сразу.
Так, ладно. Ставим плитку обратно. Так, покупаем. Итак, максимально ровно. Ничего себе, 20 баксов. Ну, извини, у нас должна быть зона. Отлично. Опять тебе неровно по... Ладно, понятно. А ты не хочешь до конца дома сделать, чтобы Нет, хотя бы я не хочу, я хочу выделить именно зону. зона до конца дома, чтобы ровно было? Предлагаешь потом что-то в нее добавить? Не знаю, там печка для пиццы есть еще. Так, и вот здесь. Так. Так. Ну да, по идее, тут осталось по одной плашечке. Так. Так. Что такое плашечка? Это новое слово. А где у тебя коричневое? Ладно, все, отстань. А у меня съехали они. Да. Так, теперь бегаем сюда. Вообще ничего, что она вон стой съехала. Здесь, да? Предыдущий. Нет, чуть. Да. Ну вот, ребят, примерно я подвинул, получилось именно вот так вот. Теперь надо расставить нашу зону барбекю. Ну, барбекю, а не шашлычков. В принципе, можно стол даже поставить вот так вот. Теперь мы берем наши стулья. И... Shift и колесико, да? Не обязательно, я просто колесиком пользуюсь. Так. Попробуй shift и колесико. Вау! Намного быстрее. Итак, получается, вот стулья. Тут тогда надо еще один. Стой. Да. Опять shift и колесико. Да. Теперь ставлю вот сюда. В принципе, все, я думаю, можно звать гостей. Так, есть. И этот стул, чтобы одинешенек не стоял. Вот. Отлично. Я только их бы маленько еще под... Да ладно, сами подвинут, кому как. Не, они пускай стоят аккуратно. Так, вот это барбекю у нас будет стоять так, здесь. слушай, а можно тебя попросить? Зайди еще в этот, обратно. Да, в тротуарные. Так, а есть такие узкие? Так, бетонные тротуарные плиты, квадратные. Ну, наверх поднимись, у нас были узкие. Так, узкая, вот она, узкая. Вот, попробуй вот эту вот. Прям возле дома там. Так, цвета-то те же самые. Помнишь? Нет, я не помню. Я помню, что у меня вот, каемочка вот была это... черная. Ага. Купить несколько. Прям вот возле дома, видишь кусочек? Бросится сюда. Ты вот про вот этот, да. что ли? Перфекциониста. Есть. Извини. Есть. Все, там надо было раньше. Нормально все влезает, если сделать ровно. Вот и все. Перфекционист. Ну что, ребята, я думаю, мангальная зона у нас готова. Мы в следующих сериях будем преображать наш двор маленько по-другому. Я не знаю, зачем это поставил вдаль качели, но я думаю, мы здесь потом что-нибудь еще придумаем. А мы с вами прощаемся на этом моменте. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Не переключайтесь.